Друзья, ну что, Dolby Vision продолжают все смотреть в 5-8 профиле с раздач в МКВ. Но какими плеерами смотреть этот самый Dolby Vision, вернее, эти Dolby Vision фильмы, раздачи, там непонятно что. Мы не будем сильно акцентировать внимание, кто откуда что смотрит. Но скажу вам одно, что сегодня мы с вами рассмотрим целых 5 плееров программных для Android TV, для ТВ-приставок, для ТВ-боксов, которые поддерживают этот самый Dolby Vision. И, конечно же, я составлю свой топ, а уже в этом в комментариях будете мне рассказывать, почему я прав или не прав. Ну и, конечно же, подписавшись и нажав колокольчик, вы не пропустите дальнейшие наши самые интересные обзоры. Так что на канале Технозон, поехали! Ну что, мы сейчас используем с вами Xiaomi Mi TV Stick. Как мы знаем, он поддерживает и 5 и 8 профиль в Dolby Vision. Ссылочка на этот TV-бокс, кстати, ссылочка на все TV-боксы, которые хорошо поддерживают Dolby Vision, лежат в описании под видео. Вы можете пойти посмотреть, и ссылки на проверенных продавцов, как в принципе и ссылки на все плеера, которые мы сегодня будем обсуждать. Видео будет сугубо информационное. На текущий момент, вообще слушайте, там знаете как? Если говорить о том, сколько плееров существует для проигрывания Dolby Vision контента на Smart TV боксах, то их на самом деле 7. Но мы рассмотрим 5, потому что они универсальны по своей натуре. И проговорим о 2 плеерах, которые есть, которые существуют для конкретных TV боксов. Так вот, из универсальных плееров для Dolby Vision контента существует у нас на текущий момент Kodi, специальная версия DV, существует Vimo Media Player, который поддерживает Dolby Vision, Exaplayer, который, откровенно говоря, ни о чем, и Nova Player, а также Just Player. О чем же идет речь? Про 2 плеера, которые существуют еще дополнительно. Первое — это Zidu, серия ТВ-боксов, очень хороших ТВ-боксов, добротных, с поддержкой и Dolby Atmos, и Dolby True HD, и DTS Master Audio, и USB ЦАПов. Короче, там можно очень много всего делать, плюс еще есть SATA интерфейс, подключать большие объемы дисков. Так вот, внутренний плеер этих медиаплееров, их больше к медиаплеерам относят, они как раз и проигрывают отлично Dolby Vision контент с автофреймрейтом и, конечно же, с пробросами звука или с декодированием, со всем чем угодно. И второй внутренний плеер, о котором я вам скажу, но мы его здесь обсуждать не будем, это U-плеер для Ubus AM6B+, который прекрасно работает с Dolby Vision, который допиливал специально Ubus под свои, скажем так, под свои нужды, и он действительно очень-очень крут. То есть там тоже работает автофреймрейт, HD звук, но об этом вы можете посмотреть, допустим, в обновлении прошивки, которую я показывал ранее. Я тоже, наверное, ссылку размещу в описании под видео, можете перейти посмотреть. Поэтому эти плеера не сугубо для этих ТВ-боксов и сделаны. Но это не значит, что допустим, на Ubus AM6B+, вы не можете использовать какой-то сторонний плеер. Можете. А вот на Zidu сторонние плеера я бы не советовал использовать, потому что по сути они не поддерживают автофреймрейт именно зидовский. Но поехали. По моим предпочтениям, которые у меня есть, я могу выделить, я не буду говорить там топ-5, там от 5 до 1 места, фигня это все. Я вам говорю свои предпочтения, а вы в комментах пишите, какие предпочтения у вас. И, кстати, группа на Dolby Vision, вернее, группа на чат, где обсуждают Dolby Vision, лежит в описании под видео, тоже можете пойти посмотреть. Так вот, мое предпочтение максимальное, это 3 плеера. Vimo Media Player, конечно же, это One Love, Vimo Media Player, который поддерживает и автофреймрейт, который есть нативный. Если таких в ТВ-боксах, например, как Xiaomi Mi Box, ну, я сейчас не говорю, что Xiaomi Mi Box поддерживает автофреймрейт. Например, в том же Nvidia Shield он будет клацать ваши частоты экрана и плюс поддерживает проигрывание Dolby Vision контента. Плюс Vimo Media Player, с некоторых моментов начал очень круто работать со звуком и с различными штуками, которые может засовывать, например, если у вас, смотрите, фишка, на лицензионных некоторых, допустим, ТВ-боксах, допустим, на том же самом Микука M2+, у которого, кстати, тоже есть Dolby Vision, правда, не лицензионный, в нем есть только Dolby Audio лицензия, а DTS нет. Что мы можем сделать? Мы можем с вами взять и засунуть, допустим, тот же DTS и DTS HD в AC3, и вы получите многоканал даже
на дорожках с DTS, где его по сути не должно быть. Вот так вот в ТВ-боксе. А это будет работать с помощью Vimo Media Player. Или то же самое, включается поддержка Dolby Vision, где вы сейчас ее видите, и будет у вас работать все это дело с Dolby Vision. Это один из самых универсальных плееров. У нас есть обзор на этот плеер, вы можете его посмотреть, и он действительно хорош. Мы можем сейчас с вами протестировать, вы увидите, что он действительно переключает 5 и 8 профиль. У меня есть два тестовых файла, и речь идет конкретно о 5 и 8 профиле, потому что практически все раздачи идут в 5 и 8 профиле. Мы используем только тестовые файлы. Ни о каком проигрывании, допустим, каких-нибудь пиратских фильмов мы не ведем речь. И вы сейчас видите картинку с моего телевизора с информацией о том, что он проигрывает конкретно Dolby Vision на этом файле. То есть этот TV-бокс, да, и 5 и 8 профиль у нас шикарно справляется Vimo Media Player. Сейчас ждем. Включился, да, вот Dolby Vision, у нас все видно на телевизоре, то, что Dolby Vision он спокойненько переключает и отлично работает, то есть никаких вопросов у меня к данному плееру нет, то есть мы с вами получаем полноценный Dolby Vision с помощью Vimo. Но для меня Vimo, лично, честно вам говорю, стоит на первом месте. На втором месте, я вам скажу, у меня два плеера поселилось, это мое предпочтение. Первый — это Nova Player, который последний, вот я сейчас, дослушайте, я вам все эти плеера в виде файлов размещу у себя в телеграм-канале, вы можете зайти туда, скачать себе, установить, и будет вам счастье. Nova Player очень неплох, он каталогизирует, мы делали обзор, у него есть каталогизация, и последние версии отлично поддерживают проигрывание Dolby Vision, таких вот файлов, которые нас интересует конкретно МКВ 5 и 8 профиль. Я тоже был удивлен, мне написали подписчики, я не знал, но я не могу гарантировать, что он будет работать на всех ТВ-боксах, которые поддерживают Dolby Vision, ну так уж сложилось, потому что есть такое понятие, как совместимость, но, блин, вот, пожалуйста, Dolby Vision, Dolby Atmos, все у нас работает, и я выхожу сразу. Я не буду злоупотреблять, скажем так, гостеприимством компании, ой, я случайно нажал выйти из плеера, компании LG, тестовые ролики, чьи я использую. Честно говоря, не очень так они любят это все действие. Хотя это подталкивает все-таки к приобретению телевизоров с Dolby Vision, в частности тех же самых LG, потому что меня часто спрашивают, какой телевизор с Dolby Vision у меня стоит. Я всем говорю, у меня стоит LG. Я обожаю LG, это тоже One Love, особенно, OLED сейчас только начали появляться красивые. Вот мы с вами проигрываем тоже также другой профиль на телеке, вы видите, как все это дело проигрывается в Nova Player, и видите инфо, что Dolby Vision действительно работает. Спокойненько выходим. Также спецверсия Kodi. Спецверсия Kodi меня вообще всегда радовала. Вот я ее нажимаю разрешить. Вот это Nexus Kodi 20 версия. И, наверное, Kodi не слышал только ленивый. Это целый медиацентр. Конечно же, здесь есть и поддержка многоканального звука. Как в режиме Pass-Through, так и в режиме, допустим, декодера. Вы можете работать с этим. У меня сейчас не подключен мой ресивер Pioneer, поэтому мне очень трудно здесь включить поддержку многоканального звука. Но то, что здесь есть и автофреймрейт, и поддержка Dolby Vision именно в этой версии, это тоже, само собой, отличная штука, которая позволяет нам играть. Она вообще настолько универсальна и пережевывает практически все, что мы с вами тоже можем не переживать и спокойненько проигрывать Dolby Vision контент. Конечно же, полученный только из официальных источников, ребята. Только из официальных. То есть оно проиграло то же самое, и мы видим, да, то есть у нас Dolby Vision появляется тоже без проблем. Как в принципе и проигрывание другого профиля, другого тестового ролика, который мы специально готовили для этого видео, оно тоже проигрывается, и у меня вы должны понимать, что вы работаете с этим,
вышли из Kodi, вы работаете со своим ТВ-боксом индивидуально, вы подбираете под него, представляете, он продолжает проигрывать. Остановим. Вы должны для своего ТВ-бокса выбрать индивидуально плеер, который вам подходит больше всего. Экзоплеер — это просто экзоплеер, который, ну, здесь есть тестовые ролики какие-то, но он сам по себе может проигрывать, если вы будете выбирать его, например, из какого-либо эксплорера. И есть Just Player. Just Player достаточно интересная штука. Она очень проста как таковая. Вот, пожалуйста, проигрывает Dolby Vision, Dolby Atmos. Тоже она проигрывает и 5, и 8 профиль и в МКВ, и в некоторых других форматах, которые доступны, в принципе, для пользователей. Вот, пожалуйста, один формат, и можем проиграть следующий формат. Специальная версия я вам тоже размещу в описании под видео. Вы можете пойти посмотреть, скачать. То есть Just Player — это, вот, знаете, вот название Just Player, оно переводится как просто плеер. В принципе, это и есть просто плеер, у которого нет каких-либо там сумасшедших плюшек, но при этом, давайте я остановлю ролик, вы увидели, что он проигрывается, так, он на паузе. Но при этом он очень прост. При его открытии вы просто выбираете видео для воспроизведения, либо используете из внешних источников. У него есть поддержка субтитров, есть окно в окне и кое-какие некоторые мелкие настройки. Ну, давайте включим какой-нибудь любой файлик, который есть. Ну, допустим, в МКВ что-нибудь. Да, вот включили. Мы его остановим и зайдем в настройки. Здесь есть скорость, и с аудио можно поработать. Можно выбрать дорожку и озвучку, которая в нем есть. То есть это просто плеер, который просто работает. А как работать с экзоплеером? Я вам честно скажу, экзоплеер он существует, но работать с ним крайне неудобно. То есть вы для этого должны использовать какой-то внешний источник, при этом в нем нет практически ничего. То есть если мы с вами выберем именно экзоплеер, вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, экзоплеер, то вот мы получим просто проигрывание Dolby Vision, Dolby Atmos, и оно тоже все это дело работает. Но смотрите, вы опять же не должны забывать, что у нас есть дополнительно U-Player на Югус, о котором вы можете посмотреть в нашем видео. И, конечно же, посмотрев обзор Zidu, вы сможете увидеть, что там тоже проигрывается МКВ. То есть в процессе расширения ассортимента плееров мы, конечно же, выпускаем новые видео. И это видео уже на осень 2022 с таким вот набором, который мы разместили в описании под видео. А если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.